Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза. Появилась возможность продемонстрировать и показать вам эволюцию огненного посоха на огненном маге. Сразу скажу, что интересного в принципе здесь толком ничего нет, но может быть кому-то будет любопытно посмотреть, как это все действует и насколько все это эффективно. В кузнице я прокачал оружие до 4 уровня, дальше не прокачиваю, потому что не хватает жетонов. Если они выпадут, то, естественно, конечно, придется открыть, но в любом случае суперы тратить на это никакого смысла нет. Здесь у меня преимущественно все стоит на правую сторону. И если бы 5 уровень стоял, то я бы также выбрал именно правую сторону в этом оружии. И вот почему. То есть на первом уровне у меня приоритет выбран именно в сторону снарядов, потому что 10% к области эффекта, в принципе, это мало ощущаемая такая прибавка именно на этом персонаже. Здесь перезарядка также уступает место увеличению урона, потому что, в принципе, для меня сокращение перезарядки уже в какой-то степени становится не актуальным, потому что перезарядка показатель уже достаточно большой, во многих режимах есть капы, еды, и вообще в целом я за этого персонажа не играю, поэтому мне тут смысла нет что-то прям особо голову ломать над выбором стороны, ну и вот недолго думая выбрал именно правую сторону. Здесь у нас глобальное усиление неплохое, то есть увеличение урона идет, поэтому в любом случае до 3 уровня нужно будет это все прокачать. Так, и вот здесь посох метеоритного огня вызывает метеоры, которые дождем падают с неба, нанося урон врагам при ударе. Здесь бы я также выбрал прибавку в виде снарядов, потому что область в принципе можно подтянуть камнями, там если ее вам достаточно мало. Вот, и в целом, чем больше снарядов, тем лучше. Ну, это мое мнение, особенно на вот этом вот персонаже. Так, давайте с вами пойдем в режим подземелья. Попробуем здесь поиграть именно на нем. Должно получиться. Может быть, конечно, и не получится, но давайте пробовать в любом случае. Эволюция у нас идет с вами от книги урона. И сейчас мы будем стараться в первую очередь собрать именно эво огненного посоха. 2 минуты это ни много ни мало, поэтому этого времени нам должно хватить для того, чтобы нам вообще просто вот в целом понять, как это все выглядит и как это все работает. Итак, обновляем, берем книгу урона, стараемся прокачивать огненный посох. Самое главное, чтобы он нам выпадал. Так, здесь, наверное, давайте для увеличения урона возьмем клык, пусть он у нас летает. Урон по кровотечению тоже у нас будет немножко работать. Перезарядку возьмем тоже, чтобы почаще у нас вылетали вот эти огненные снаряды. Для контроля возьмем ледяной посох. Тоже долго не будем думать. Плюс у нас урон немножко прибавится по замороженным врагам. Палка сейчас у нас почему-то наша основная не выпадает, но я думаю, что выпадет. Ничего страшного. Если мы нацелены ее собрать именно в первую очередь, то значит она у нас и должна собраться. Так, ну давайте, ладно, прибавим клыку скорости. Деваться некуда. Пока что почему-то нам не выпадает. Вот она уже выпала. То есть еще разочек и все. И следующая у нас уже будет по-любому эволюция. Мне этот персонаж вообще никаким образом не заходит. Мне не нравится вот этот яркий такой алый цвет. Как-то вот не притягивает абсолютно ничем. Чем-то напоминает чернокнижника, но потенциала ему явно не хватает. Нету вот каких-то его там особых дополнительных плюшек именно от самого героя. Да, у него там идет бешеный урон по огненным врагам, то есть нужно играть именно от того, чтобы поджигать врагов как можно чаще и как можно больше, чтобы у него ульта быстрее заполнялась. Но в целом играть за него достаточно неинтересно. Может быть, есть ребята, кто играет на нем, может быть и такое, но я думаю, что таковых у нас в любом случае будет мало.
если они все же есть. Потому что есть очень много других интересных персонажей, есть другие альтернативы. И вот у нас наконец выпал 5 уровень. И вот сейчас мы с вами будем брать посох метеоритного огня. Ну, вот сразу скажу, что особо на экране ничего не поменяется. То есть мы привыкли, если у нас заполняется Эва, ну, точнее мы прокачали Эва, мы его запускаем, и, соответственно, какие-то изменения на экране происходят. Здесь немножко все наоборот работает. То есть мы видим, да, вот практически, может быть, даже и не видим то, что что-то там с неба падает, но никакого толку в этом нет. То есть скучно, однообразно, все вот это красное, ничего не понятно, что происходит. Есть ли какой-то от этого толк, или же нет от этого толка. Ну, возможно, прирост урона есть, но, по крайней мере, я его вообще абсолютно не ощущаю. Может быть, с 5 уровнем, конечно, будет другая картина, то есть вообще практически все, по идее, должно быть в этих вот бесконечных снарядах, то есть если их еще там 4 штучки прибавится. Но пока что вот как есть, так есть. То есть очень как бы такое вот, ну, не впечатляющая вообще в целом эволюция, никакого вау-эффекта не испытываешь, хотя в принципе Эва себя показывает достаточно неплохо именно в статистике. Но может быть это все еще потому, что мы в первую очередь старались прокачать именно это оружие, и остальное мы практически не трогали. Ну, вот такой вот обзорчик небольшой получился у нас на эволюцию основного оружия. Всем большое спасибо, кто посмотрел. В любом случае, супер и однозначно не стоит тратить на то, чтобы открыть эволюцию огненному магу. 3 уровень открыли в кузнице, и все, дальше смысла никакого нет. Есть куча других персонажей, которые достойны того, чтобы тратить на них супер жетоны. На огненного мага тратить ни в коем случае не рекомендую. Всем спасибо, кто посмотрел, всем пока, до новых встреч.